Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня мы продолжим изучение секретов долголетия и лечения опорно-двигательного аппарата. Сегодняшнее видео будет снято по просьбе Владислава Петрухина. Он оставил в комментариях просьбу рассказать о артритах. Ну и я решила, что сегодня у нас пойдет деформирующий артроз и артриты, так как эти болезни имеют некоторые общие симптомы, но и, естественно, лечение тоже. Поэтому я их объединю. И сейчас начну зачитывать. Ну а вы, мои друзья, если еще не подписаны, подпишитесь на мой канал. Если хотите наблюдать дальше за моими видео, за моими рекомендациями, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Ну, также пишем комментарии. И если есть вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Лайки, дизлайки. И еще одна огромнейшая просьба. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Вам это не составит особого труда, а поможет очень сильно моему каналу, и эта информация может оказаться кому-то очень полезной. Ну а я приступаю. Деформирующий артроз. Заболевание поражает преимущественно людей среднего и пожилого возраста. Характеризуется длительным упорным течением с частыми обострениями. Хотя я скажу, что эти все болезни довольно сейчас таки омолодились. Деформирующий артроз может поражать как один, так и многие суставы. В происхождении его важная роль отводится перегрузкам и нарушению питания хряща. В результате этого гибнет часть хрящевых клеток, теряется эластичность хряща, появляется помутнение и трещины хрящевидной ткани. При деформирующем артрозе больные в начальных стадиях жалуются на появление хруста в суставах и нередко выраженную боль после физической нагрузки. Больные становятся чувствительными к перемене погоды и изменению атмосферного давления. В более позднем периоде наблюдается ограничение подвижности сустава и резкая боль при ротации или отведении конечности. Появляется хромота и укорочение конечности. В этот период боли интенсивные и почти постоянные. У людей пожилого возраста некоторые укорочения идут до 10 мм. Конечности может быть обусловлено выраженным снижением высоты суставного хряща, гипотрофией мышц. Артриты. Большая группа заболеваний сустава инфекционно-дистрофического или смешанного характера. Артрит – довольно распространенное заболевание, особенно в пожилом и старческом возрасте. Он может быть острым или хроническим. Возникает чаще всего после перенесенного инфекционного или инфекционно-аллергического заболевания, ревматизм, скарлатина, паротит. Клиническая картина артрита складывается из симптомов общего лихорадочного заболевания. Температура 38-39 градусов по Цельсию и симптомов острого поражения суставов. Пораженные суставы опухают, увеличиваются в размерах, деформируются, болезненны при движении и пальпации. Чаще это бывают параллельные суставы, лучезапястные, голеностопные, коленные, межфаланговые. После стихания острого процесса 7-10 дней
Болезнь обычно переходит в хроническую вялотекущую форму с чередующимися периодами обострений и ремиссий. При хронической форме больные жалуются на небольшое ограничение подвижности сустава, небольшую припухлость, нарушение конфигурации и умеренную болезненность. Значит, что предлагает нам народная медицина при заболеваниях опорно-двигательного аппарата? При лечении полиартрита применяется чистотел большой. Одну чайную ложку сухой травы залить стаканом кипятка, настоять укутав 1 час, процедить, принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день при хроническом полиартрите. Дозировку соблюдать точно. Растение ядовито. Настойку березовых почек готовят на 96% спирте в соотношении 1 к 5. Настаивают 7 дней. Применяют в виде компрессов, растираний, при артритах, невралгических болях, ревматизме, радикулите. При ревматизме и артрических болях натирают больные места настойкой сушеных цветов каштана. 2 столовые ложки цветков на 0,5 литров водки. Настаивать 7 дней. При артритах натирают область пораженного сустава аптечным препаратом из живицы сосны лиминент скипидарный сложный. При артритах, вялом пищеварении пьют отвар из 20 грамм корня горячавки на 1 литр воды. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в день. Отвар быстро портится, поэтому готовят его только на 2 дня. Затем заменяют новым. Трава грыжника используется как изгоняющее болезнь средство при ревматизме, полиартритах, подагре. При рахите, золотухе, артритах, подагре 4 столовые ложки травы настаивают в термосе в 1 литре кипятка, утром кипятят 10 минут и пьют 1/2 стакана 3-4 раза в день. Осокорь, тополь черный. Настой и настойку черного тополя принимают при артритах, полиартритах, радикулите. Приготовление настоя. 2 столовые ложки сухих измельченных почек заливают 300 граммами кипятка, настаивают 1 час, процеживают. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Приготовление настойки 100 грамм 40% спирта на 1-2 чайные ложки почек. Настаивает 7 дней. Принимать по 20 капель 3 раза в день. Значит, черный тополь можно принимать как отвар, так и настойку. Местно настой почек или масло почек применяется при ревматизме, подагре, радикулитах. При радикулите к больным местам прикладывают свежие листья хрена. Настой коры черемухи на водке 2 чайные ложки на 100 грамм. Натираются при радикулите и ревматизме. Масло эвкалипта применяется как растирание при радикулитах. Это аптечный препарат. Препараты амелы назначают внутрь при заболеваниях суставов, нервных заболеваниях, невралгических болях, радикулит, ишиаз, спондилит и другие. Аптечный препарат амелен, густой экстракт листьев, по 0,2 грамма 3 раза в день. Нужно также пить 10% спиртовую настойку по 30 капель в день. Водный настой или отвар из 40 грамм молодых веточек амелы с листьями или ягодами в 1 литре воды пьют по столовой ложке 3-4 раза в день.
При рахите и золотухе у детей, при ревматизме, ишиасе, кожных заболеваниях, отморожении нижних конечностей, при постоянно холодных ногах или руках делают ванны из отвара овсяной соломы, из расчета 40 грамм соломы на 1 литр воды. При ишиасе пьют по 3 стакана в день отвара из следующего сбора: лист буквицы 30 грамм, ветки полыни, божье дерево 35 грамм, лист трифоля 20 грамм, цветы бузины черной 40 грамм. 3 столовые ложки сбора заливает вечером в термосе 1 литром кипятка. Утром кипятят 5 минут. Кроме того, натирают больные места составом спирт муравьиный 4 столовые ложки, спиртовая настойка плодов каштана 3 столовые ложки, спиртовая настойка белины 2 столовые ложки, камфорное масло 1 столовая ложка. Ну, кстати, вот этот вот рецепт я пробовала, это еще в молодые годы, довольно-таки хорошо обезболивает, помогает. Натереть на некрупной терке столько хрена, чтобы заполнить наполовину 0,5 литровую банку и долить до полной собственной мочой. Но это кто принимает урину, вернее уринотерапию. Поставить на солнце на 3 дня, сверху прикрыть крышкой неплотно. Через 3 дня еще раз долить мочой взамен испарившейся и применять для компрессов и растираний. Можно расстелить клеенку на диване, положить тонким слоем состав вместе с гущей, сверху накрыть слоем марли и лечь больным местом поясницей при радикулите, спиной при остеохондрозе. Честно говорю, пробовала. Довольно-таки неплохое средство. По крайней мере, быстро снимает боль. Лежать 10-15 минут, сколько можно выдержать. Процедуру повторять через день 5-7 раз. Еще скажу одно. Может, так как хрен очень у нас активный и жгучий, может вызвать ожог. Для этого спину перед тем, как лечь, натирают обычным детским кремом или растительным маслом, что-то вот в таком роде. Ну вот такие вот рекомендации даются именно по этим болезням. Я же еще от себя добавлю. Это у меня уже есть видео о сабельнике и видео о адамовом корне. Они тоже очень хорошо помогают при этих болезнях. Ссылочки я оставлю внизу в описании. Ну и, естественно, подсказочки вверху в видео. Ну, а на этом, мои роднулечки, я сегодня буду заканчивать видео. И, как всегда, выскажу огромную благодарность тем, кто досмотрел видео до конца. Ну и обращусь с просьбой, если еще не подписаны, подпишитесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Пишем комментарии, если что-то интересует, задаем вопросы. Ставим лайки, дизлайки, ну кому как. И огромнейшая просьба, не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Кому-то эта информация может оказаться очень полезной, а моему каналу принесет огромную пользу в продвижении. Ну а я с вами прощаюсь. До нового видео. Ваша Ирина.